Тревожные сводки с фронта. Враг снова напирает. Подельника кума Путина задержали силовики. Мандат не помог. Не хотите поработать Иудой? ФСБ ищет потенциальных предателей в Украине по объявлениям. Китайская цензура осваивает новые рубежи. Какие слова Путина и Си мы должны забыть? Теорема Лукашенко или закон сохранения политзаключенных в застенках? Медведев набросился на Финляндию, и это не анекдот. Влиятельный политик в Германии наехал на украинцев. Стоны из-под лавки. Пикантный скандал в британском парламенте. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. А начинаем с тревожных вестей с фронта. Захватчики снова продвигаются, причем сразу на 3 направлениях: в Сумской, Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом сообщает Deep State. В свою очередь, 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает об опасной концентрации захватчиков в Покровском районе. Тут страна-агрессор дислоцировала опытные подразделения морской пехоты. Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого решающего прорыва с применением большого количества личного состава и техники. Главная цель противника неизменна – захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск. В 7-м корпусе заявили, что их бойцы адаптируют свою тактику, логистику и пытаются блокировать вражеские силы. Китайский режим пытается затыкать рот не только соотечественникам. Пекин заставил Международное информационное агентство удалить видео с Путиным и Си Цзиньпином. Китайский государственный телеканал CCTV заставил Рейтер удалить запись разговора руководителей КНР и России, того самого, который уже вызвал самый громкий скандал недели. 3 сентября в Пекине на запись попал диалог двух диктаторов. Переводчик от имени Путина заявил Си, что органы человека можно пересаживать так, чтобы человек становился моложе. А хозяин встречи ответил, что по прогнозам ученых уже в этом столетии реально будет дожить до 150 лет. Собеседники во время этого смеялись, что может свидетельствовать о том, что это была шутка, отмечал тогда CCTV. Теперь, спустя несколько дней, китайский госканал запретил Рейтер использовать это видео. Агентство удалило 4-минутную версию, которую ранее распространило среди более чем 1000 клиентов по всему миру. Клиентам также рекомендовалось уничтожить копии. Причина: китайская сторона считает, что редакторы превысили условия лицензии, а монтаж привел к явному искажению утверждений, содержащихся в записи. Короче, мы все неправильно поняли. Путин не думает о вечной жизни с помощью пересадки чужих органов, а Россия не нападала на Украину. Все поняли? Напишите в комментариях. Дело, которое обещает стать громким. СБУ задержала депутата Верховной Рады, деятеля запрещенной теперь партии ОПЗЖ, оппозиционной платформы «За жизнь», основанной некогда кумом Путина Виктором Медведчуком. Служба безопасности и офис генерального прокурора не раскрывают имени задержанного, но говорят о серьезных подозрениях. Государственная измена. По данным следствия, депутат был завербован российской ФСБ задолго до полномасштабного вторжения России. Задержанный выполнял задачи врага, прямо влияя на украинскую власть. СБУ сообщает, подозреваемый наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины. Работа велась системно, с четкой координацией с российскими спецслужбами. Следователи не раскрыли фамилии задержанного, обозначив ее только инициалом Х, а фото заблюрили. Но нардеп Ярослав Железняк написал, что, судя по размытому изображению, задержанный – это Федор Христенко. Тем временем в поисках новых предателей среди украинцев захватчики идут на новые методы. Их можно назвать креативными, а можно и жестом отчаяния. В Чернигове с этой целью разбросали деньги с призывом о сотрудничестве. Номинал купюры, правда, не 30 сребреников, а 100 гривен. Причем не настоящих. Россия призывает потенциальных изменников делиться координатами позиций ВСУ. По данным полиции Черниговской области, листовки в виде поддельных гривен сбросили с беспилотников.
5 лет находится за решеткой один из лидеров протестов 2020 года в Беларуси Мария Колесникова. Есть ли надежда на ее освобождение, как и многих других оппонентов режима Лукашенко? Накануне Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет соответствующие переговоры с диктатором. У него 1400 или 1500 заложников, или даже больше, и мы говорим об их освобождении. Некоторые из них политические, и я думаю, многие из них. И похоже, что они будут освобождены в какой-то момент в довольно ближайшем будущем. Трамп впервые публично заговорил о подобных переговорах. Ранее он дважды упоминал о них в своих постах. Не обошлось и без порции похвалы для бессменного диктатора Беларуси. Но я отдал дань уважения лидеру страны, который, опять же, он очень сильный человек. Центр «Весна» называет цифру политзаключенных в 1197 человек. Но это только те, о ком знают правозащитники и журналисты. Реальное число тех, кого режим отправил за решетку по политическим мотивам, может быть гораздо больше. А пока администрация Трампа ведет переговоры с узурпатором об освобождении старых заложников, силовики Лукашенко ловят новых. Так стало с польским монахом Гжегожем Гавелом, которого КГБ обвиняет в шпионаже. Министерство иностранных дел Польши знает своего соседа чуть лучше и чуть дольше, чем президент США. Поэтому министерство обратилось ко всем соотечественникам с призывом немедленно покинуть Беларусь и воздержаться от любых поездок туда. Резкую по отношению к украинцам риторику освоил еще один влиятельный европейский политик, премьер-министр Баварии, а по совместительству лидер партии ХСС Маркус Зёдер предложил возвращать обратно в Украину мужчин-беженцев. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post. Мира пока не видно, поэтому вполне законно рассматривать вопрос об отправке годных к военной службе украинцев на родину для обеспечения безопасности в собственной стране. Зёдер также утверждает, что в Германии доля работающих украинцев низка из-за слишком высокого пособия. Бюргергельд приводит к тому, что у нас в сравнении с другими европейскими странами значительно меньшая доля украинцев работает. Это необходимо срочно изменить, и не только в отношении вновь прибывающих украинцев. Политик также отметил, что почти не может представить размещение войск НАТО в Украине и что Москва не согласится на это ни при каких условиях. Лидер ХСС заявил, что Бундесвер к такому не готов. И такую риторику использует не деятель оппозиционной и пророссийской альтернативы для Германии, а один из лидеров правящей коалиции. Возглавляемая Зёдером партия «Христианско-социальный союз» является давним, хоть и младшим партнером христианских демократов канцлера Мерца. С одной стороны забавная, с другой стороны тревожная история произошла в британском парламенте. В его стенах попытались сорвать выступление лидера лейбористов Кира Стармера необычным образом. Во время дебатов премьер-министра с представителем оппозиции должны были раздаться стоны и другие звуки интимного характера. Об этом написала The Times. Как оказалось, неизвестный подложил под переднюю скамью в зале заседания мобильный телефон с записью, скажем так, ролика для взрослых. Эффект неожиданности не сработал. Гаджет успели обнаружить заранее при плановой проверке, но комментаторы отмечают, что это может быть не просто шутка, а проверка или намек. Ведь в следующий раз это может быть не мобильник, а более опасное устройство. По стране прокатилась волна актов саботажа. За многими из этих происшествий стоит Москва. Путинские спецслужбы ведут незримый бой с Туманным Альбионом давно. В 2018 году в Солсбери была совершена попытка отравления семьи Скрипалей, а в 2006 в центре Лондона отравлен один из самых ярких критиков Путина Александр Литвиненко. Кир Стармер – один из наиболее активных участников коалиции западных лидеров, которая оказывает наибольшую поддержку Украине. Несколько месяцев назад поджечь пытались даже 2 дома, связанные непосредственно с ним. На днях российские спецслужбы создали серьезную опасность для здоровья и жизни главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, оставив ее самолет без сигнала GPS. Так что история с телефоном в парламенте может быть не такой безобидной. Это чушь собачья, значит, ересь такая, то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit.
Дмитрий Медведев взялся за Финляндию. Речь в данном случае не о напитке, а о стране. Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета Безопасности, во время рабочей поездки в Ленинградскую область заявил: Владимир Путин дал поручение по укреплению границы с соседкой. На заседании с местными чиновниками бывший президент анонсировал строительство фортификационных сооружений в приграничных регионах. Мы только что были на границе с Финляндией. Там, если не военная активность, то вовсю строятся всякие стены, заградительные сооружения, ну и прочее. Нам, безусловно, необходимо повысить надежность защиты госграницы, обеспечить фортификационное оборудование территорий регионов. По словам зампреда Совбеза, смена подхода к укреплению границы продиктована вступлением Финляндии в НАТО. Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. А это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов. Тут стоило бы напомнить бывшему президенту, что вступление Финляндии в НАТО – заслуга его начальника Путина. Страна отказалась от многолетней политики нейтралитета только после развязывания России полномасштабной войны против Украины в 2022 году. За Суоми последовала Швеция. Это увеличило протяженность границы НАТО с Россией вдвое, более чем на 1300 километров. Владимир Путин изначально объяснял нападение на Украину необходимостью не допустить расширения НАТО. Однако после подачи заявок Финляндии и Швеции заявил, что их вступление в альянс Москва не рассматривает как серьезную угрозу. Но, похоже, теперь и хозяин Кремля, и его бывший сменщик об этом позабыли. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.